В этой связи я очень часто цитирую стих из первой песни Шримад Бхагаватам, в котором говорится в связи с историей про Махараджа Парикшита, что преданные Господа настолько терпеливы, что даже если ими пренебрегают, их оскорбляют, провоцируют, их унижают, как и даже убивают, то они никак не реагируют и не пытаются себя защитить. It's an important verse and an important topic for everyone to hear and to try their best to practice. Это очень важный текст и важная тема. Каждый должен размышлять над этой темой и стараться притворить ее в свою жизнь. And certainly it's not a topic simply for devotees who are aspiring to become counselors or teachers in some way, but it's a topic for everyone. И, разумеется, актуальность этой темы вовсе не ограничивается кругом преданных, которые собираются быть кураторами или какими-то наставниками или преподавателями. Нет, на самом деле эта тема актуальна жизненно для всех. And obviously the first point that Srila Prabhu and Kishore were making is that the devotee has to be deep and internal in his Krishna consciousness. Первое, о чем сказали Шридан Прабху, Матаджи Кишоры, они подчеркнули, что для этого преданные должны быть сами очень глубоко погружены в сознание Кришны, и в свои практики должны быть очень серьезными. Because without being deep and internal in one's own Krishna consciousness, these examples that they gave do not really take root in our heart. Потому что без такого серьезного, глубокого отношения к своей духовной практике, примеры, которые они привели, не укоренятся в нашем сердце. And if they don't take root in the heart, then it's very difficult to forgive, what to speak of, very difficult to teach others how to forgive. И поскольку эти примеры не укоренятся в нашем сердце, поэтому нам будет очень сложно, если этого не произойдет, будет очень сложно прощать, не говоря о том, чтобы учить других как прощать. And tolerance and forgiveness are only a small, very small part of the results that devotees should aspire for in their advancement in Krishna consciousness. Терпение и прощение лишь малая доля этих качеств, которые должны стремиться развить себе преданные в ходе своей духовной практики. Although for a pure devotee, such qualities are natural characteristics. Разумеется, для чистых преданных эти качества проявляются сами собой естественным образом. And Prabhupada would oftentimes quote, Nasyasti Bhaktir Bhagavad Chikinchanaya Savaigunais Tatu Samasatesvara, that all of these good qualities will automatically manifest in the devotee who is engaged in pure devotional service. Шрила Прабхупада часто цитировал этот стих из Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что все эти замечательные качества сами собой проявляются в преданном, который занимается практикой преданного служения. So it's not just simply developing the qualities of tolerance and forgiveness, but actually a devotee who becomes pure develops all good qualities of the demigods and more. Поэтому качество, которое развивает в себе такой преданный, становящийся чистым, вовсе не ограничивается терпением и прощением. В нем проявляются все хорошие качества полубогов и даже больше, чем это. But what do we do in the meantime until we actually become situated in pure devotional service? Как же мы должны вести себя между тем, пока мы не достигли уровня чистого преданного служения, не укрепились? That they all automatically manifest, does that mean that we simply wait for them to automatically manifest? Неужели сам факт того, что эти качества автоматически, естественно, должны проявиться в нас сами собой, означает, что мы должны просто сидеть и ждать, когда они, в конце концов, сами собой в нас проявятся? No, actually we should not just wait for them to manifest. Нет, мы не должны просто ждать, когда они проявятся. We have to practice. Мы должны следовать определенной практике. And therefore, in practicing the development of good qualities, we should try to understand that we have to first practice them ourselves before we can teach them to others. И пытаясь на практике проявлять эти хорошие качества, себе мы должны ясно осознавать, что вначале мы должны пытаться эти качества проявить самих себе, прежде чем пытаться помогать другим в этом. Somebody could hear this presentation today, although it didn't come across this way at all. But somebody could hear this presentation today and think, yeah, it's good for me to provoke devotees because they'll really benefit from
provocation. Разумеется, так, под таким углом эта презентация сегодня не воспринималась никоим образом, но кто-то мог, теоретически можно предположить, подумать, ну здорово, тогда я буду провоцировать преданных по-разному, раз это таким благом оборачивается для них. What I could really render service to a lot of very good, healthy service to a lot of Vaishnavas, provoking everyone. Похоже, это после прекрасное служение, очень хорошее, замечательное, оздоровляющее служение. Я буду просто изобретать новые и новые способы провоцировать преданных. And when we see people not reacting in the way that we think they should react, we can say, oh, just see how you're not reacting properly. И мы будем провоцировать преданных по-разному, и когда они не будут отвечать на эту провокацию правильным образом, мы будем им на это указывать. Смотри, ты неправильно отреагировал. Don't you remember what Sridham Kishore spoke about in their presentation they gave? Ты разве не помнишь, что Шридам Прабху и Матаджи Кишори говорили в своей презентации, которую они здесь проводили? You should be thanking me. Ты должен быть очень благодарен мне. I'm your servant. Я твой слуга. I've come to provoke you. Я пришел, чтобы тебя провоцировать. Obviously, it didn't come across that way, so don't worry. Разумеется, не беспокойтесь, Шридам Прабху. Вот так ваша презентация не воспринималась никоим образом. But if we don't do internal work, we actually may take that, even though it didn't come across that way, we may take it that way. Но хотя презентация Шридам Прабху не прозвучала вот таким ключом, но если мы не будем серьезно заниматься нашей внутренней работой, то мы можем воспринять ее именно таким образом. Because a person who doesn't do internal work is always looking for an excuse. Потому что человек, который не занимается внутренней работой над собой, всегда ищет различные оправдания. And therefore, one person may hear a presentation or see a situation and see it one way, and another person may see it a completely different way. И поэтому один человек может посмотреть на эту презентацию или ситуацию по определенным образом, а другой может отреагировать на нее совсем по-иному. So, therefore, in the development of all good qualities, which will automatically manifest in the life of a devotee, the devotee must, who is sincere and what's the word? Introspective, should look within his own heart first before and see if he's qualified to speak on such subjects. И поэтому развитие этих качеств, которые, по идее, должны развиваться автоматически в преданный, который искренне и интроспективно должен на самом деле следить за собой и видеть, проявляются эти качества или нет. Because when we're teaching or when we're training others, we should know where we want to bring people to. Является хорошим примером, потому что когда мы обучаем других или проявляем какую-то заботу по отношению к другим, мы должны знать сами, куда мы их хотим привести. Not in teaching and training, it's just not a matter of just giving information, but actually we should, as a teacher or a person who's training others, we should actually know what direction we want to bring others in a positive way so they can grow in their Krishna consciousness. Но обучая или воспитывая других, те, кто занимается обучением, то есть преподаватели или воспитатели, они должны сами ясно осознавать, куда мы хотим этих людей привести, чтобы они могли расти позитивным образом в сознании Кришны. And if we don't ourselves know what the next level is that we want to bring others to, then how can we train others? И поэтому, если мы сами не знаем ничего о том уровне, следующем уровне, на который мы хотим перевести тех, кто находится под нашим попечением, то как мы можем рассчитывать помочь им в этом, в том, чтобы они поднялись на этот уровень? I oftentimes find myself speaking on this topic when speaking about devotee care. И часто мне приходится говорить на эту тему, когда речь заходит о заботе о преданных. That we must be very, very careful when we take a position of responsibility of instructing others in spiritual life. Мы должны очень осмотрительно подходить к обязанностям, которые могут приходить к нам, помогать другим в их духовной жизни. Because we should be very careful to avoid experimenting with people's faith. Мы должны очень остерегаться экспериментов
над верой других. Because faith is the most valuable commodity Потому in что devotional sense. вера — это самая большая драгоценность преданного служения. And to help others cultivate faith is the service of a devotee. И именно в этом заключается служение преданного, помогать другим взращивать эту веру. And to help others cultivate faith doesn't necessarily mean that they cultivate faith in me, or cultivate faith in the system, or cultivate faith in something mechanical or external. И взращивание или помощь во взращивании веры преданных вовсе не означает, что мы должны помогать преданным взращивать веру в себя, то есть в нас, или помогать им взращивать веру в систему, или в какой-то внешний механический процесс. It means we have to help them cultivate faith in pure devotional service. Это означает, что мы должны помогать им взращивать веру в чистое преданное служение. Which is what Lord Chaitanya came to teach us by his example. Именно этому пришел научить на собственном примере Господь Чайтанья. And what Srila Prabhupada came to teach us by his example. И также Шрила Прабхупада пришел научить нас именно этому на собственном примере. And which is what all the great Vaishnavas who were referred to in the presentation this morning came to teach by their example. И этому же учили, пришли, чтобы учить своим примером все великие вайшнавы, на которые сегодня в ходе презентации ссылались Шридам Прабхупада. That coming to Krishna consciousness means that the seed of pure devotional service needs to be planted within our heart and it needs to be watered. Чтобы человек стал на путь сознания Кришны, необходимо, чтобы в сердце его оказалось высажено семя чистого преданного служения и чтобы его постоянно орошали. And the watering of that seed of Bhakti-lata age, which is planted, means that the watering process is to hear about the examples of pure devotees and pure devotional service. Это благо, которое орошает, это Бхакти-лата биджа, орошается Бхакти-лата биджа, или семя чистого преданного служения заключается в рассказах, в обсуждении чистого преданного служения, а также чистый преданный, занимающийся этим процессом. Because when you hear about the pure devotees of Krishna, then you also get the opportunities to hear about how Krishna is so pleased with such pure devotees. Потому что когда мы слышим о чистых преданных служениях, то мы не можем также не услышать о том, как Кришна доволен служением таких чистых преданных. And therefore how Krishna reciprocates with those who are always endeavoring for pure devotional service. Потому мы также услышим о том, как Кришна взаимностью откликается на усилия преданных чистым преданным служением. It's like the 12th chapter of Bhagavad-Gitу. Krishna is very clearly explaining all the qualities of a devotee which make a devotee so dear to him. Например, Господь Кришна в 12 главе Бхагавад-Гиту очень подробно объясняет все различные качества чистых преданных, которые делают чистых преданных такими дорогими Кришне. Devotee is tolerant. Он терпелив. He's kind towards everyone. Добр ко всем. He's not disturbed in difficult situations. Не испытывает беспокойства перед лицом трудностей. He's never envious of others. Никому не проявляет злонравия или So зависти. many wonderful qualities which Krishna describes. All these qualities that we're talking about, which makes a devotee dear to him. И все эти другие замечательные качества, которые делают преданного очень дорогим Кришне, который также сегодня говорилось в презентации. And why does Krishna explain the qualities of a devotee that make the devotee dear to him? Почему Господь Кришна перечислил эти качества, объяснил качества преданных, которые делают преданных таким дорогим? Because we should know what qualities we need to develop to become dear to Krishna. Потому что мы также должны знать, какие качества нам необходимо развить в себе, чтобы самим стать дорогими Кришне. And becoming dear to Krishna doesn't mean necessarily that it's simply by practicing these qualities. Разумеется, that one becomes dear. Мы стали дорогими Кришне, еще недостаточно просто упражняться в развитии этих качеств. But when one actually becomes dear to Krishna, one experiences such a reciprocation in the spiritual life that he becomes so eager to please Krishna more and more. Но просто когда мы по-настоящему становимся дорогими Кришне, мы испытываем такое удовлетворение от взаимности чувств Кришны, что мы хотим удовлетворять Кришну все больше и больше. And then these qualities will become increasingly manifest in his devotees simply by the desire to please Krishna. И эти качества будут тогда проявляться в преданном Кришне все больше и больше, просто вырастая из желания преданного удовлетворить Кришну больше. But the point we were making was the point about the
faith and pure devotional service. Но мы говорили о вере в чистое преданное служение. And we should be very, very careful when we take a position of instructing, training, teaching others. Мы должны очень осмотрительно относиться к служению в виде наставлений преданных в их духовной жизни, когда мы воспитываем их или чего-то обучаем. We should know what is the direction we want people to go in the development of their faith and pure devotional service. Потому что мы должны ясно представлять себе, в каком направлении мы хотели бы, чтобы преданные развивались на пути преданного служения. And unless we are seriously practicing the cultivation of those same qualities ourselves, И если мы сами не относимся серьезно к взращиванию себе этих важных качеств, and unless we are seriously endeavoring to perform activities which are pleasing to the Vaishnavas and pleasing to Guru and Krishna, и пока мы сами не относимся серьезно к выполнению той деятельности, которая радует Вайшнаву, Гуру и Кришну, it will be very hard to teach others how to develop these qualities. нам будет очень сложно научить других развивать себе эти качества. So why do I bring up this point? И почему я об этом заговорил? I bring up this point not to say that, okay, everybody here, unless you're pure devotees, don't teach. Я не хочу сказать всем, но все вы собравшись здесь, если вы не чисто предан, то и не берите учить других. That's not the point that we're here. Нет, я вовсе не об этом. In fact, Srila Prabhupada encouraged us to teach and to preach. Я вовсе не об этом хотел сказать, напротив, Шрила Прабхупада воодушевлял всех нас учить и проповедовать. Even while he was here in our physical presence, and we had only been in Krishna consciousness just a few years. Даже в то время, когда он сам лично присутствовал физически в этом мире, а нам к тому времени было всего несколько лет сознания Кришны. He was encouraging us to preach and to teach others about bhakti. Но он побуждал нас проповедовать и учить других науке бхакти. And he knew where we were at. Он прекрасно знал наш уровень. It was no mystery to him our level of advancement in Krishna consciousness. И для него наш уровень развития сознания Кришны не представлял какой-либо тайны. But he always emphasized that the best way to be effective in rendering any service to him is to do it with a desire to please. Но он всегда подчеркивал, что самый лучший и самый эффективный способ заниматься служением, чтобы порадовать его, это пытаться порадовать его. And with a desire to please Guru and Krishna. Желание порадовать Гуру и Кришну. That's it. That's how to get past all the obstacles. Вот именно этот способ может провести нас через все препятствия. That's how to get past the lack of all these qualifications. Вот так мы можем превзойти все наши недостатки. And the only way to get past it is if within our heart we cultivate a very deep, sincere, and honest motive to do this to please Guru and Krishna. Это возможно только если в своем сердце мы сможем превзойти все эти препятствия, только в своем сердце, если мы будем взращивать очень глубокое, искреннее и честное желание порадовать Гуру и Кришну. That will protect us. Вот это нас защитит. That will not only protect us from possibly offending others. Это защитит нас не только от возможных оскорблений в адрес других. By trying to teach or train others in something that we may not be fully qualified to teach or train. Пытаясь обучать других и воспитывать в том, на что мы сами не годны, как воспитатели или преподаватели. But it will protect us from causing harm to others. Но это также оградит нас от риска причинить вред другим. And it will allow us also to learn internally how to become better in service. И позволит также нам внутри нас самих развить правильное отношение к служению. Because one will get help from within the heart. Улучшить наше служение, потому что мы будем чувствовать поддержку в сердце. And when one gets help within the heart, as we already heard, one can get help also by being subjected to different provoking situations. И когда мы получаем такую поддержку или помощь в сердце, то эта поддержка или помощь также может прийти к нам извне в виде различных провоцирующих ситуаций. It's not easy to teach others. Не так-то легко обучать других. It's not easy to train others. И нелегко воспитывать других. Sometimes there may not be the type of reciprocation that one expects to get from your efforts to help others. Потому что иногда в наших усилиях, направленных на помощь другим, мы сталкиваемся с откликом
не совсем ожидаем, не совсем то, что мы ожидаем получить в ответ. Sometimes you may not get the respect you feel that you need in order to teach or to train. Например, иногда мы можем не получать того уровня уважения, который, как нам кажется, мы должны иметь, чтобы успешно учить или воспитывать. Sometimes you may find yourself being challenged in what you're trying to do to help others. Иногда другие будут оспаривать здравость или правильность того, что вы пытаетесь сделать для того, чтобы помочь другим. You may be questioning your own the service itself. Should I continue to do this? Вы можете даже начать задаваться вопросом, а вообще стоит ли продолжать то, что я делаю, это служение? And why do we question? We question because we're thinking, no, I didn't get all the glory, I didn't get all the benefits I thought I would get from serving in this way. И такие сомнения в том, правильно мы служением занимаемся, могут также приходить из-за того, что мы будем чувствовать, что не получаем того признания и того почтения, которое мы должны были получать за это служение, за те блага, которые мы by becoming a preacher and a teacher that immediately I'll get respect. Я думал, что если я стану проповедником и учителем, то сразу меня люди обласкают своим уважением. It doesn't work that way. Нет, так это не работает. It doesn't work that way at all. Вообще. Take it from somebody who's been practicing for 44 years. Пожалуйста, поверьте на слово тому, кто занимался этим в собственном опыте 44 года. And I had a lot of training also because I also was put in a lot of provoking situations myself. Я прошел через достаточно много таких воспитательных процедур, поскольку я также сталкивался с различными провоцирующими, провокационными ситуациями. If I give you a list of all the different provoking situations I was put into, it would be enough time to finish. Если бы я начну с вами перечислять все те провокации, которые я испытывал на себе, то, наверное, времени до окончания этой сессии нам не хватит, чтобы закончить этот список. But I can tell you what saves me. Но я могу вам сказать, что меня спасает. I can tell you what actually keeps me making the effort to try to help others in their progress of Krishna consciousness. Я могу вам сказать, что позволяет мне продолжать попытки помогать другим в их постепенном процессе сознания Кришны, прогрессе. I can tell you what actually keeps me in check, and even though I may not get all the reciprocation that I expect from my efforts to help others. Я могу вам сказать, что позволяет мне сохранять равновесие даже тогда, когда я не получаю того уважения, которое, казалось бы, заслуживаю. I always remember Srila Prabhupada. Я всегда вспоминаю Шрилу Прабхупаду. It saves me. И это меня спасает. Because I know, just like the example says, I know what Srila Prabhupada had to go through to tolerate me. Потому что я знаю, через что должен был пройти Шрила Прабхупада, чтобы терпеть меня. It may seem like, oh, but you didn't have that much association with Prabhupada. Кто-то может сказать, ну у вас не так много было личного общения с Шрилой Прабхупадой. So how do you know what Srila Prabhupada had to go through to tolerate you? Откуда вам известно, что должен был испытывать Шрила Прабхупада, чтобы сносить вас? I know because I'm still here. Я знаю об этом, потому что я все еще здесь. And he still has to tolerate me. И он по-прежнему меня терпит. He hasn't kicked me out yet. Он меня еще не вышел отсюда. So I know that Prabhupada had to tolerate so many situations in teaching others. И я знаю, что Шриле Прабхупаде приходилось терпеть очень много ошибок других в попытках учить их правильно. I've seen it with my own eyes. И я видел это собственными глазами. I heard about it from so many devotees who witnessed it themselves. Я также слышал об этом из уст тех преданных, которые лицезрели это сами лично. Not only have I heard about it, but I hear and relish. I mean, really relish how tolerant Prabhupada was. Я не только об этом слышал раньше, но продолжаю слушать и наслаждаться терпением Шрилы Прабхупады. How compassionate he was. Его состраданием. How caring he was. И каким заботливым он был. How fatherly he was. И каким замечательным отцовским чувством он обладал. He was our mother, he was our father, he was our friend. Он был нашим отцом, матерью, другом. He was our teacher. И преподавателем. He was everything. Он был всем для нас. All in one beautiful package. Все эти различные функции заключаются в одной прекрасной форме, в облике Шрилы Прабхупады. And what enables me to go on in my efforts to help others is by remembering
the efforts he made to help me and so many others in their consciousness. И что помогает мне продолжать свои попытки, помогает другим в сознании Кришны, это память о том, как Он неустанно помогал нам в своих расти и прилагал к этому чему усилия. And because of that gratitude, I want to try to reciprocate. И поскольку я испытываю благодарность к Нему, я хочу откликнуться на ней взаимностью. Prabhupada speaks about this in Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада говорит об этом в Чайтанье Чаритамрите. He explains about how when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give Krishna consciousness to others, that he was always anxious for the welfare of others. Он говорит, что когда Господь Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы дать сознание Кришны другим, им двигало сострадание другим и желание дать им благо. And therefore he said that a devotee is somebody who always tries to relieve the anxiety of the Lord. И поэтому Шрила Прабхупада пишет, что преданный это тот, который всегда пытается как-то успокоить Господа и утолить его беспокойство. Lord Chaitanya came to freely give Krishna consciousness. Srila Prabhupada, as Lord Chaitanya's ambassador, came to freely give Krishna consciousness. Господь Чайтанья пришел, чтобы щедро раздавать сознание Кришны другим, а Шрила Прабхупада, как его посол или полномочный представитель, делает то же самое, щедро раздает сознание Кришны другим. And he was ready to accept the burden. It's a burden of love. И он был готов взвалить на себя это бремя, потому что это бремя любви. He was ready to accept the burden of even unqualified disciples. Он был готов взвалить на себя бремя в форме таких недостойных учеников. Because of his own faithfulness to the order of his spiritual master. Поскольку он всегда хранил верность указанию своего духовного учителя. And because of his love for the Lord. Поскольку он любил Господа. And that kept Srila Prabhupada also. That example we saw right up until his final breath. Это позволяло Шриле Прабхупаде оставаться таким безупречным примером для нас вплоть до последних дней в этом мире. Right up to the Prabhupada's final breath, he was always thinking of the welfare of his dependents. До последнего вздоха Шрила Прабхупада заботился о благе своих подопечных. He was never thinking about his own comfort. Он никогда не думал о собственном комфорте и удобствах. Even in accepting comfort, he did it because it was a way of reciprocating the love of his disciples. И даже принимая какие-то комфортные условия, которые предоставляли ему ученики, он просто делал это для того, чтобы принять то служение, которое предлагали ему ученики, ради их блага. He manifested all good qualities. И он проявлял все лучшие качества. It was so attractive. И он был так привлекательным. And therefore, in our efforts to serve him and to please him, the devotees who serve him and please him should be thinking how to relieve his anxiety. Поэтому в наших попытках служить Шриле Прабхупаде и порадовать его, мы, те, кто являются его последователями, которые хотят порадовать его, служить ему, должны думать именно об этом, о том, как утолить беспокойство Шрилы Прабхупады. Because a Vaishnava is always thinking of the welfare of others. Потому что Вайшнав всегда думает о благе других. That's how Prabhupada thought. He was always thinking of everyone's welfare. Именно так и думал сам Шрила Прабхупада. Его мысли были всегда сосредоточены на благе других людей. And he was always anxious to see others become Krishna conscious. И он очень хотел, всегда горел желанием дать людям возможность стать сознающими Кришну. Just as he was anxious to see others Krishna consciousness in Krishna consciousness then, he's still anxious to see others in Krishna consciousness. И точно так же, как он горел этим желанием тогда, он по-прежнему этим желанием горит, чтобы люди становились сознающими Кришну. Therefore, the disciple is always thinking how to relieve the anxiety. Поэтому ученик должен всегда думать о том, как утолить беспокойство духовного учителя. How to relieve the heavy burden that he experiences in thinking of the welfare of others. Когда облегчить это бремя беспокойства о благе других, которые лежит на плечах духовного учителя. That's how Vaishnava thinks. Вот так размышляет Вайшнава. And even if one is not pure, if one simply desires to please a Vaishnava, даже если сам преданный нечист, если он пытается удовлетворить другого Вайшнава, if he's motivated, let me do this service to please the Vaishnava who's thinking of the welfare of others. Если главным движущим мотивом в его жизни является попытка удовлетворить или служить Вайшнаву, который думает о благе всего мира, then we can tolerate any difficulties. Тогда это позволит нам сносить любые трудности. We can tolerate any adversity. Мы сможем сносить любые проявления враждебности к нам.
Because our consciousness is fixed in the right place. Потому что наше сознание будет находиться в правильном состоянии. And we're not expecting anything ourselves. И мы не будем ожидать ничего для себя. We should learn how to not expect anything for ourselves. Мы должны научиться ничего для себя не ожидать. We should learn how to simply expect the opportunity and pray for the opportunity to serve. Кроме одного, мы должны ожидать и также должны молиться о возможности служить. That is how we can teach others and train others. Вот так мы можем научить чему-то других и их воспитать правильно. And if we're not serving the higher order of the Vaishnavas, И если мы не служим в этом высшим указаниям вайшнавов, находящихся выше нас, and if we're not conscious of that internally when we're preaching, если мы не осознаем своего зависимого положения от этого высшего наказа, когда мы других обучаем и проповедуем, it'll be very difficult to help others. нам будет очень сложно помогать другим. First, we have to help ourselves. Вначале мы должны помочь самим себе, Because we're supposed to be conscious. потому что мы должны осознавать. That's what an internal devotee does. He's conscious of what he's doing. Осознавать то, что мы делаем, потому что преданный, интроспективный, именно этим отличается. Он всегда осознает, что он делает и зачем. It's not an external devotee. Это не внешний преданный. I'm your authority. You should listen to me. Я твой авторитет, ты должен меня слушать. That's an external. Это внешнее проявление. That's not how we function as authorities. Это внешние взаимоотношения, и мы не действуем в таком русле, как авторитеты или лидеры. The best authorities are the best servants. Потому что самым лучшим авторитетом являются лучшие слуги. And unless we're conscious of our subservient position to the higher authority, how can we teach? И пока мы не осознаем своего зависимого положения от высшего наказа и наставления, который выше нас, как мы можем учить других? That's what Lord Chaitanya came to teach. Именно этому учить пришел сюда Господь Чайтанья. Not from you. The example was given of, how was it given? No, maybe I was thinking of it. Ramachandra Puri. Was it given? No. Пример Рамачандры Пури. Его не приводили сегодня, но я хотел его привести. No, I was thinking of it. That's right. Я помнил об этом, думал об этом примере Рамачандры Пури. I was thinking of it when I said, maybe we should think my service is to provoke everybody. Что как раз об этом примере я и вспомнил, когда сказал, что кто-то может решить, может быть, мое служение провоцирует их. Because that's how Ramachandra Puri would think. Потому что именно так и размышлял Рамачандра Пури. Ramachandra Puri, Madhavendra Puri showed the whole world two examples. One was Ramachandra Puri and the other was Ishwar Puri. Мадхавендра Пури явил миру два примера. Один пример это Ишвар Пури, другой Рамачандра Пури. He showed the world the example of Ishwar Puri, who was so eager and sincerely desires to serve his spiritual master. Он показал пример, явил миру пример Ишвара Пури, который горел желанием служить своему духовному учителю и был очень искренним в этом служении. He was ready to render any kind of intimate service required for his spiritual master. Он был готов служить своему духовному учителю каким образом, даже самым близким. And even to the point when his spiritual master was preparing to leave the planet, then Ishwar Puri would clean up his stool and urine. Даже в последние дни Ишвара Пури в этом мире, когда он готовился уйти отсюда, из этого мира, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури служил своему духовному учителю, очищая его тело от испражнений и мочи. And because he understood the heart of his spiritual master, he was always reciting different verses that would complement his experience of separation from the Lord. И когда духовный учитель пребывал в возвышенном состоянии разлуки с Господом, то Ишвара Пури декламировал стихи, которые соответствовали и дополняли, и как-то усиливали это чувство Ишвара Мадхавендра Пури. So Ishwara Puri was a very internal devotee. Итак, Ишвара Пури был таким интроспективным. He was always thinking of pleasing, doing whatever was necessary to please his spiritual master. Потому что он был всегда готов сделать все, что было необходимо, чтобы порадовать духовного учителя. But Ramachandra Puri was also a disciple of Madhavendra Puri. Рамачандра Пури также был учеником Мадхавендры Пури. He had this fanatic addiction to try to look for faults in others and point them out. Однако он не мог жить
без вот этого фанатичного, одержимого желания находить недостатки в других и показывать им, указывать им на эти недостатки. And he would even provoke them so that he could find faults. Более того, он провоцировал преданных на различные поступки, чтобы можно было найти у них недостатки и указать. He invited Jagadananda Pandit to come and to eat prasad. Как однажды он пригласил в гости Джагадананду Пандита на прасад. He would put some prasad on Jagadananda Pandit's plate. Джагадананда Пандит принимал прасад, и Рамачандра Пури продолжал подкладывать прасад на его тарелку. And then he would take the prasad and then he would put more prasad on his plate. Джагадананда съедал этот прасад, и Рамачандра Пури подкладывал снова. And then Jagadananda Pandit was on his plate, he had to take it, he would eat it, and then he would put more prasad. И все то, что оказывалось на тарелке, Джагананда чувствовал себя обязанным съедать, и как только прасад был съеден, то ему подкладывали снова. And then he said, oh, now I've heard about how the followers of Chaitanya Mahaprabhu eat more than is required, but now I'm seeing it myself with my own eyes. И Рамачандра Пури вдруг сказал: вот я убедился воочию в том, в тех слухах, правдивости тех слухов о том, что последователи Господа Чайтаньи обжоры. Вот я вижу, как это произошло. Я вижу, что ты объедаешься просадом. So he would always provoke the Vaishnavas to do something, and then he would find fault. И вот таким образом он провоцировал вайшнавов на проявление различных недостатков и находил, указывал эти недостатки. And then it came to the point that he even pointed out a fault in his spiritual master. Он так далеко в этом зашел, что даже стал указывать своему духовному учителю на недостатки. We know the story. I won't tell the whole story because I want to get to the important point. И мы все знаем эту историю, я не буду ее рассказывать полностью, потому что хотел подчеркнуть один очень важный момент, хочу оставить на него время. This story basically is that when his spiritual master was preparing to leave, he was speaking verses that were feelings of deep separation from the Lord. Мы знаем историю о том, как его духовный учитель Мадхавендра Пури готовился к уходу из этого мира, в состоянии разлуки с Господом, он произносил стихи, которые выражали эту разлуку. And Ramachandra Puri said, why are you lamenting like this? И Рамачандра Пури сказал ему: чего ты убиваешься? Don't you know you shouldn't lament like this? You should be thinking of Brahman. Разве ты не знаешь, что убиваться так недостойно? Нужно просто думать о Брахмане. And those who are meditating on Brahman, not so chati, not kamshati, they never lament or they never hanker for anything. И те, кто думают о Брахмане в такой момент, хорошо на Камшати, они не испытывают никакой скорби и какой-то радости также. So Ramachandra Puri could not understand the internal meaning of Madhavendra Puri. Рамачандра Пури не смог понять сокровенное состояние сознания Мадхавендра Пури. And Madhavendra Puri immediately punished, chastised him. И Мадхавендра Пури немедленно отругал Рамачандра Пури. He said, get out of my sight. Просто убирайся с глаз моих, сказал он. If I see your face in front of me, when I'm leaving this planet, certainly I will not achieve my desired destination. Если я, уходя из этого мира, буду смотреть на твою рожу, то я точно не достигну своей желанной цели. Punished very severely. Он очень резко читал. And actually, Kaviraja Goswami goes on to explain that due to defense of the spiritual master, then Ramachandra Puri even came to the point of finding fault in the Lord. И Кавираja Госвами объясняет, что из-за того, что он совершил оскорбление в адрес духовного учителя Мадхавендра Пури, то Рамачандра Пури докатился до того, что стал искать недостатки даже в Господе Чайтаньи. And he would oftentimes follow Lord Chaitanya around and he would take note of everything Lord Chaitanya was doing because he figured if he had a complete record of everything, he would find something that he could find fault with. Он всегда следовал по пятам за Господом Чайтаньи и внимательно следил за каждым его шагом, все записывал, чтобы в какой-то момент найти то, к чему можно было бы придраться. But he couldn't find anything. Но придраться было не к чему. But one time he saw in Lord Chaitanya's room there were some ants on the floor walking. И вот однажды в комнате Господа Чайтаньи он видел, что на полу ползали муравьи. And Ramachandra Puri, when he entered into the room, he saw the ants. He pointed them, oh, just see, at night you are eating sweetmeats in this room, right? И Рамачандра Пури, заметив этих муравьев, сразу указав на них, сказал: вот, это доказательство того, что ты по ночам ешь сладости здесь. Now I know why Теперь я понимаю, the followers of Chaitanya Mahaprabhu are such sense gratified. поэтому я понимаю теперь, почему последователи Господа Чайтаньи так даются безудержному удовлетворению своих чувств. But when Lord Chaitanya heard this criticism of Ramachandra Puri, how did he respond?
Но когда Господь Чайтанья услышал эту критику в адрес из уст Рамачандры Пури, что он сказал на это? He immediately began reducing his intake of food. Как он на нее отреагировал, вернее? Он сразу уменьшил прием пищи. He said, Ramachandra Puri is right. Он сказал, Рамачандра Пури прав. Sannyasis, you should not eat so much food. На самом деле, саньяси не должны так много есть. And all the Vaishnavas who were there at that time, he would be greatly so eager to invite Chaitanya Mahaprabhu to their homes regularly and to feed him such great quantities of popular prasada. На самом деле, вайшнавы, которые тогда жили, рядом с Господом Чайтаньей, окружали его, для них это было самой главной радостью в жизни, возможность пригласить Господа Чайтанью в свой дом и накормить его самыми изысканными блюдами. They wanted to serve the Lord. Они хотели служить Господу. But the Lord insisted, no, Ramachandra Puri is right. From this day on, I will only take a small amount of prasada. Don't cook such large amounts of meat. Но Господь Чайтанья был непреклонен. Он сказал, нет, Рамачандра Пури прав, поэтому я отныне с этого дня буду довольствоваться лишь очень малой долей этой пищи, поэтому не приглашайте меня на ваши пиры. And all the Vaishnavas were suffering. И вайшнавы стали страдать от этого. They couldn't understand what they were thinking. Oh, is this Ramachandra Puri? И они не могли понять вообще, за что у них свалилась эта беда в форме Рамачандра Пури. But Chaitanya Mahaprabhu would never say anything about Ramachandra Puri. Но сам Господь Чайтанья ничего не говорил о Рамачандре Пури. He didn't say anything. He just accepted it. Он просто принял это. Why? Почему? Because Ramachandra Puri was the godbrother of his spiritual master. Потому что Рамачандра Пури был духовным братом его духовного учителя. So he just he thanked Ramachandra Puri. But what you have told me, I accept it, and I will always be very conscientious of offering house food. Поэтому он поблагодарил Рамачандра Пури и сказал большое спасибо тебе за напоминание. Отныне я буду очень внимательно относиться к обществу принимаемого просада. And not only that all the Vaishnavas, because Chaitanya Mahaprabhu would not say anything about his spiritual master's godbrother. All his servants also, they never said anything about it. Не только Господь Чайтанья, поскольку Господь Чайтанья сам ни словом не обмолвился о своем духовном, о брате своего духовного учителя, поэтому все остальные слуги Господа Чайтаньи также молчали. They had to tolerate. Они должны были терпеть. They were all thinking, when is this Ramachandra Puri going to leave? Они должны были терпеть, но при этом думали, когда же он в конце концов уберется через этот Рамачандра. It cracked our hearts. Он просто наши сердца разбил. But they wouldn't criticize. Но они критиковали при этом. They wouldn't criticize because Chaitanya Mahaprabhu would never fault also. Они его не критиковали, потому что этого не делал Господь Чайтанья. But one day, Ramachandra Puri, he left. Но в один день Рамачандра Пури ушел. All the Vaishnavas celebrated. Вайшнавы отпраздновали это событие. And Lord Chaitanya began taking quantities of prasada with him. И Господь Чайтанья снова вернулся к своему прежнему приему просады. So the point is that Vaishnavas come to teach. Lord Chaitanya came to teach by his example. Суть в том, что вайшнавы приходят учить, и Господь Чайтанья учил нас на собственном примере. Even he taught by his example. Даже Он учил нас на собственном примере. Even he tolerated criticism of himself. Даже он терпел критику свою адрес. He had to tolerate. Должен был терпеть. So in the same way, we should be prepared to tolerate even criticism of ourselves. Поэтому мы также должны быть готовы терпеть любую критику в наш адрес. We should not think, oh yes, simply because I have position of authority immediately, people have to respect me. Мы не должны думать, ну вот потому что меня назначили здесь авторитетом, все должны меня уважать. So we should not expect respect. Мы не должны ожидать почтения себя. In fact, Prabhupada used to, I don't know if it's easily translatable, that Prabhupada would say that one should never demand respect, but he commands respect by his behavior. В английском есть такая пословица, которую использовал Шрила Прабхупада, на русский можно привести условно так, что человек должен не требовать почтения к себе, а заслуживать его. In other words, we don't say you have to respect me. I'm your authority. Мы не можем говорить, ты должен меня уважать, я твой авторитет.
actually command respect by being exemplary as an authority. Нет, мы должны вызывать уважение к себе, будучи идеальным примером авторитета. And one becomes an authority, and an example also. One becomes an authority when they are a good example also. И если человек становится хорошим примером, то естественным образом он становится авторитетом для других. Prabhupada made this point so many times actually, I couldn't possibly even speak about it, or quote all the time. И Шрила Прабхупада на самом деле привел на эту тему очень много высказываний, и я не мог бы их все, конечно, привести сейчас. Prabhupada says the qualities of a Brahmin is mentioned in Bhagavad-Gitу 18. Samadhammatapa socham. You must teach these qualities. И вот некоторые из них Шрила Прабхупада говорит, что качество преданного, качество брахмана, шамода, мота, пакша, учамы, нужно учить важность этих качеств. These qualities will naturally come out if you just give the process purely. Если вы будете учить этому процессу, естественно, чисто, тогда эти качества будут естественно проявляться сами собой. Give the process purely. Просто давай этот процесс другим чисто. Not impurely. А не чисто. To give the process purely. Нужно давать чисто этот процесс. We give the process purely when we give the process of advancing in devotional service by meditating on pleasing Christ, superior Vaishnava. И мы учим этому процессу преданного служения чисто, когда мы объясняем, что для того, чтобы этот процесс правильно осуществлялся, необходимо медитировать на удовлетворение наших старших. The information is there in my books. И все необходимое знание содержится в моих книгах. So if you strictly adhere to them, then your program of teaching will be successful. Если ты будешь строго придерживаться моих книг, тогда ты достигнешь успеха в обучении других. First of all, you must teach by your personal example. Ты должен в первую очередь учить других своим собственным примером. Not later, but first. Не потом, а сейчас, вначале, в первую очередь. This is the principle of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это принцип Господа Чайтаньи Махапрабху. Apani-achari bhakti pracharam. So you yourself must chant 60 rounds and follow the regulative principles. Поэтому ты должен сам следовать 4 принципам, 16 кругов. And automatically they will do as you are doing. И тогда твои подопечные будут естественным образом действовать так же, как и ты сам. That's one quote. Это одна цитата. I could read many, but I think I'm running out of time. Есть на самом деле очень много цитат на эту тему, но время наше кончается. I tried to think of these different quotes as I was speaking about how much Srila Prabhupada emphasized these points to us. Но я вспоминал все эти цитаты по мере того, как я говорил на эту тему, потому что Because I'm thinking of these because Prabhupada emphasized. Потому что Шрила Прабхупада все время подчеркивал важность от основы слова. So all of you are here. I understand, so that you can someday become better qualified to teach. И все вы здесь собрались для того, как я понимаю, цель этого собрания в том, чтобы со временем научились учить других лучше. We should always think that way. Мы должны всегда думать таким образом. How to become better qualified. Как стать лучше в том, чем я занимаюсь. Not that I am qualified. Не то, что я уже достаточно хорош. In fact, Prabhupada speaks about this in the third canto of the Bhagavatam. В третьей песне Шримад Бхагаватам Прабхупада на самом деле говорит об этом. He says, fortunate is the person who's been entrusted with responsible service. Он говорит, что очень удачлив тот, на кого было возложено ответственное дело или служение. And if he's always conscious of his subordinate position to the Lord. Если он всегда осознает свое подчиненное, зависимое положение Господа. And always being conscious of his own lack of qualification. И всегда осознает, что ему недостаточно качества и квалификации для этого. Then he will become successful in his efforts. Вот тогда он станет успешным в своих усилиях. So it's not that when one is entrusted with responsible work, one immediately should think, oh, I was entrusted because I'm qualified. И не нужно думать, что если нам поручают какое-то ответственное дело или служение, то мы уже самим фактом назначенности нас на это служение становимся квалифицированными. That's the material way of thinking things. Так материалисты думают. Oh, I was entrusted, therefore I must be qualified. Мне доверили это, поэтому я достоин. But actually, the best way to be qualified is to be conscious of our lack of qualification. На самом деле лучший способ стать достойным того, что нам поручили, это помнить о том, что нам не хватает квалификации. We've been entrusted because we've been given the opportunity to become qualified. Нам поручили это дело для того, чтобы мы стали квалифицированными, дали такой шанс. So
Fortunate is that person who's been entrusted to execute responsible work. Поэтому очень удачно тот, кому поручили выполнять ответственное дело, And if he's always conscious of his lack of qualification, и который всегда при этом осознает недостаточную квалификацию, and his subordinate position to the higher instruction, а также свое подчиненное положение по отношению к высшему наказу, then he'll be successful. вот тогда он достигнет успеха. So, therefore, I can understand that all of you have come here in an effort to become more qualified. И поэтому я понимаю, вы собрались сюда все, чтобы стать более квалифицированными как преподаватели. And my humble request to all of you is don't stop. И моя смиренная просьба ко всем вам, пожалуйста, не останавливайтесь на этом пути. Don't stop in your efforts to become more qualified to teach. Не останавливайтесь на своем пути в попытках стать более квалифицированными для обучения других. Look for every possibility you can find to associate with more advanced devotees and hear from them. Ищите любой возможности, которая бы вам не выпадала, чтобы общаться с более возвышенными преданными и слушать из их уст. Look for every opportunity you can find to hear their realizations and look to those who have good examples that you yourself want to embrace. И поэтому всегда пытайтесь получить возможность впитать в себя их опыт и осознание, и также ищите хорошие примеры, которые вы сами хотели бы применить в своей жизни. And if you can't find anyone, если вы никого не можете найти из такой категории, please don't teach. пожалуйста, не учите тогда. That is my humble request. Моя смиренная просьба вам. Because a Vaishnava is always looking for good qualities. Потому что Вайшнава всегда ищет хороший пример. He's always looking for opportunities to glorify others Vaishnavas. Всегда ищет хорошие качества других, всегда ищет возможности прославить других He's Вайшнавов. always looking for the best in others. Он всегда ищет самое лучшее в других. And he's always looking for the opportunities to bring out the best in И others. всегда ищет возможности проявить эти хорошие качества в других. If you cannot find, then please don't teach. И если вы не можете найти таких хороших примеров вокруг вас, тогда не учите. Because the problem will start with you. Потому что проблема будет начинаться с вас. And you'll simply continue to replicate that problem Вы будете источником проблемы, и вы будете эту проблему все больше и больше усугублять и множить in your dealings with others. в своих взаимоотношениях с другими. That is my humble request. Это моя смиренная просьба. Thank you. Hare Krishna.